Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Наша экспедиция продолжается. Наконец-то мы доехали до Сыктывкара. Сейчас настало утро, мы проснулись, позавтракали бутербродами с кофе и готовы выдвигаться. А куда выдвигаться? У нас есть 3 варианта узкоколеек. И мы сейчас смотрели и выбирали только по погоде. Дело в том, что очень сильно похолодало, сейчас идет мелкий дождик, кое-где возможен снег. Да, в Коми в мае погода именно такая. Поэтому путем нехитрых вычислений с помощью Гисметео мы приняли решение ехать в Синдор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы выдвигаемся. Приятного просмотра! Один лишь только муж, Сори, ничего не понял. Взял, съебался в Коми, блядь. Если бы в Твери такой был, да, я бы сидел дома. А тут Под теплой одеялкой, под да? теплой одеялкой, Ага. да, играл бы в компик себе спокойно. А тут едем и думаем, будет снег или нет. Несет нас метели в этом Синдоре или нет. Ехать как бубенцами звенеть. Не имей с собой ружье, чтобы медведь не поимел тебя. Или же бред какой-то. Мы опять въезжаем в Сыктывкар. Видзакурам, Сыктывкаро. Тормознули на трассе, немножко кофе излить, так сказать, в лес. Красота. Честно говоря, свежо. Не прям колотун, но свежо. Я не представляю, как мы сейчас поедем куда-то. Благо, дождик закончился. Но нам еще очень долго пилить до Синдора, поэтому погода может радикально измениться. Поворот на какую-то лесную дорогу. Но вроде не лесовозная, потому что достаточно ухоженная. Либо это какое-то место, там полянка. Не знаю, не будем исследовать. Целая республика, целая страна. Хватит нас на все. Ладно, отдохнули, походили, пора ехать дальше. Ребят, у нас появляется надежда. Видны просветления впереди. Здесь все сухо, дождя не было. Намного приятнее ехать просто в холодрыгу, чем в холодрыгу с дождем, не так ли? Держите за нас кулачки. Иногда встаем на красном, прямо посреди трассы. А все потому, что идут ремонты мостов. Явление не то чтобы массовое, но встречается достаточно часто. И это очень хорошо. Миф о том, что дороги в России говно, на самом деле уже не актуален. Да, дорогами занимаются, и вот даже двигаясь по таким федеральным трассам, ну, есть кое-где заплатки, но откровенного трешака мы не видели. Дороги-то, в принципе, норм. А мы, похоже, застряли. Долго будем стоять. Как раз попали на разгрузку фуры. Залипательно. Удача на нашей стороне. Пока что даже солнце вышло. Держим кулачки, скрещиваем пальцы. План такой: Синдор, столовка, УЖД. А там как пойдет. Едем чисто на удачу, вообще не представляя, насколько эта дорога нас увезет, какая будет погода и что мы там повстречаем. Забурились мы в узкоколейке, заехали в леспромхоз, хотели найти столовую, думали выйти в сам поселок.
Дороги нет, тупик. Вот с такими пейзажами едем дальше. Переделали маршрут. Попробуем найти какую-нибудь харчевню. На нас все смотрят. А здесь, похоже, была разделка в лом. Кабина лежит и куча всякого хлама. А здесь, похоже, ребят, мы нашли какую-то зону. Колючка, периметры. Вон пес бегает. Жесть, короче. А, ё-моё! Белый дельфин. Жесть. Да, ребят, это была зона. Нашли там человека, он подсказал, что нам здесь нельзя стоять. Удивился, а как вообще сюда проехали. В общем, едем в поселок. Будем искать дальше еду. Так выглядит вокзал станции Синдор. Станция небольшая, разъезд на 2 пути. А вот сюда, видимо, этапируемые зэки загоняются в это ограждение с колючкой. Подъезжает трансфер и в белый дельфин. Давайте ее так будем называть. Жуть места, конечно. Чувствуется близость узкоколейки. ПВшка. Панелька уж очень необычная. Вкусно отобедывали в кафе «Беседа». Там поставили такую музыку а-ля ресторан 90-х. Что-то электронно-синтезаторное, но при этом такое заунывно-душевное. Ну, типа. Узнали в пятерочке у местного мерчендайзера, как местные ездят. А они ездят и ездят много. По-любому кого-нибудь сегодня встретим на Пионерке. Охотники, рыбаки используют. Предупредила нас, что мишки людей не боятся. И мишек много. Зверята выходят, и надо быть начеку. Вот так выглядит конечная, ну или начальная, кому как больше нравится, точка узкоколейки Синдор. Вот там дальше это все территория ФСИНа. Здесь, кстати, возможно, тоже. Стоит платформа, и рельсы плавно уходят под землю. Путь по узкоколейке Синдора начинается с этого моста. Благо мост не хлипкий. А дальше пойдет болото, пойдут кочки. И вон там виднеется сама линия. Она рядом, но путь будет тернист. Поехали! Мы сделали это. Железнодорожный вездеход, болотоход, еще и грейдер. Памятуя о вчерашних приключениях, сразу одеваемся по максимуму. Маленький лайфхак. Застегнул флисовку под горло и уже поверх нее шарф. Буду прикрывать лицо, не будет так сильно надувать. Ну, естественно, шапку, капюшон весь ужался и вперед. Сейчас последние приготовления. Стартуем. Поедем сначала в сторону станции. Там, что успеем, поснимаем, пофоткаем. Правда, там такая территория, но... Ну ладно, мы так.
Я сделаю макет, точную копию того, что я там увидел, вот, с фотоснимка. И все эти кадры езды по макету я вставлю. Так что это все не по-настоящему, это просто инсценировка и компьютерная графика. Вот. Также по традиции будем писать GPS-трек всей этой узкоколейки, где мы успеем проехать, где мы сможем. В принципе, нас ничего не держит, время есть. В общем, так вот, ребят, чувствуете, ветер дует, погода пока благоволит, не будем терять время. Идем по болотам, буеракам, тащу канистру. Хуже всего в таких местах остаться без топлива. Однажды оставался, благо проехал чувак на мотоцикле, отлил бенза, чем спас. А иначе, ой, там больше 10 километров пришлось бы толкать. Реверса еще не было, то есть нет нейтралки, это была такая бы жопа. Но обошлось. Сейчас мы более подготовленные. Матерые. Полностью забили багажник. Вот такой объем. Мешок с укрывашкой, дошики, еда, там еще баклажка воды разогревать. Все, пакуемся. Едем в сторону симулятора станции. Вон за нами следят уже с вертолетов. Главное не попасться, не отсвечивать. Так что тихо там. Первые метры по Синтурской узкоколейке. А вот здесь уже не ездят. Деревца, елочки. Короче, все как мы любим. Ветки. Да, сейчас. Лесовозные сцепы, отставленные от работы. Тут всякий металлолом. Глушимся и сразу реверс вперед. На всякий случай. Сцепов не так много. Наверное, на металл все попилили. Видимо, дорога-то все. Ну и снегоочиститель. Мы с вами таких уже насмотрелись, так что кто к нам только что присоединился, добро пожаловать в плейлист узкоколейная. Правда же красиво. Не знаю, вам, наверное, сейчас плохо слышно из-за ветра. Немного дует. Погода чистая осень. Но если присмотреться, уже почечки. Так что мы приехали из весны в более раннюю весну. Пошли дальше смотреть, пока Кирилл не поймали.
роллер классный. С фиксацией. Блин, я бы себе такую резину бы поставил. Буханка проехала на моем макете. Так что надо сваливать сейчас, как она уберется подальше. Ты назад посмотри. Да, вот туда. Там разметные. Ну, они, да, дестроенные, но... Раздестроенные, но стоят. Как ярко видно разницу между путем недействующим, где уже до нас какое-то время не было движения, и уже живой пионерочной дорогой. Тепловозы продолжают работать даже после списания в виде гаражей. Здесь гаражи самопальные. Здесь мы встали на рельсы. Все, теперь поехали дальше. Первый мост. И на нем закончился бензин. Заправились, едем дальше. Здесь газопровод. Собственно, вторая точка, которую нам порекомендовали для старта по дороге. Как сказали, здесь надо метров 200 ее будет как-то катить. А вот они, про какой газовод. Собственно, вон там, видим, вдали дорога идет. И по ней плюх-плюх-плюх-плюх. Ну, кстати, да, неплохой вариант. Очень даже неплохой. Хотя тоже здесь охранная зона, запретка, ну, как водится. Так, ездили от гребней, видно следы. А вот то, о чем нас предупреждали. Рельсы якобы не везде. Но здесь есть рельс. Правда, боком. Оп. Теперь понимаете, почему рельсы кладут вот так, а не так. Ставимся, едем дальше. Вот прям вот здесь. Оп, автоматика. Раз, два. Сработало. Как мы будем возвращаться вечером, бог его знает. Ладно, благо прожектор светит ярко, и уже такие моменты мы запоминаем. Показалось. Да, болты свежие. Следят местные. Охотники, грибники, рыболовы. О, да. Да, да. И, ребят, как вы можете заметить, нигде нет никаких предупреждающих табличек, что здесь типа жопа. Езда вообще на свой страх и риск. Подписывайтесь на канал, не надо вам сюда соваться, поберегите себя и своих близких. Да, следят за дорогой. Все пропиливают.
Кстати, очень приятная магистраль. Едем через леса, без какой-то большой полосы отвода. Вот снег, ребят, снег. Так вот, едем через леса без большой полосы отвода. Ветра особо нет. Вот мы сейчас едем 16, вообще комфортно. Очень хорошо. Теперь, как бы, если бы не было дождя, было бы шикарно. Внезапно среди леса появились еще гаражи. Или это даже не... Нет, это не гаражи, это что-то другое. Хотя встречаются и гаражи, смотрите. Кто-то кунг сюда притараканил. Кто-то кабину от тепловоза. Обалдеть. А там вдали, по-моему, что-то есть. Вон сколько тепловозов было, ребят. Там переезд. Вру, там мост. Мы по мосту проезжали эту узкоколейку, когда сюда ехали. Да, сейчас под мостом пойдем скоро. Подъезжаем к мосту. Проедем, устроим фотостоп. Ребят, красота неописуемая. Каждая узкоколейка уникальна. Это только кажется. Две нитки. Вот в отличие от Кобры, здесь шпалок практически не видно. Даже кое-где нитка гуляла из-за нашего движения. Очень красиво. Чувствуется, что уже, да, северные широты начинаются. Так, друзья, мост. Ух ты ж, ё. Я хочу заснять проезд. Смотрите, там еще один мост. Но там его пизда, по-моему. Здесь сгоревшая ПВшка. Ну что, Кирилл, готов? Да. Поехали. Потихонечку. Хотя вроде колея нормальная. Но падать чуть что будет мокро. А может не будет.
Ух ты, вот такой мост, ребят. Зацените. Мощь. Видно течение. Класс. Север, братцы, север. Вот это да! Лютый вариант ночлега. Койка на одно лежачее место, мини-буржуйка, выпитая бутылка водки. Окно какие-то сволочи разбили, поэтому здесь гуляет ветер. О, москитная сетка. Прикольно. Да. Вот вам и матрица. Мое почтение. Ориентировочная дата открытия первого участка узкоколейной железной дороги – конец 1940-х годов. Начинается дорога в поселке Синдер, примерно в 1,5 километрах от одноименной станции широкой колеи. На территории лагеря, а узкоколейка принадлежит ФСИНу, обе дороги стыкуются. Здесь распиленную древесину перекладывали в вагоны широкой колеи. Первые лесные колонии поселения находились сравнительно недалеко от Синдера. Известно о наличии крупной зоны на 14 километре. В 1960-х годах общая протяженность узкоколейной железной дороги составляла свыше 70 километров. В то время на узкоколейной железной дороге уже существовала станция Локчин, 32 километр от Синдера, расположенная в колонии поселения Глубинка. Позднее, в 60-е и 70-е годы, возникли более отдаленные поселки Переломный и Нившера. В них также находились колонии поселения. В 60-х годах была ветка, огибающая Синдерское озеро. В настоящее время от нее остались просеки, 2 разрушенных моста и колоритный ус от 15-го километра линии до турбазы ФСИНа на берегу реки Угюм. На пике развития узкоколейной железной дороги в 80-х ее общая протяженность составляла свыше 150 километров. Насчитывалось не менее 30 локомотивов, тепловозы Ту-4, Ту-6А, Ту-7, Ту-8, самоходные электростанции СУ-1А и СУ-2А, тепловозы автомотрисы Ту-6П. Множество остатков их кабин нам еще предстоит увидеть. С начала 90-х годов положение узкоколейной железной дороги стало ухудшаться. Приблизительно в 1999 году был ликвидирован поселок Переломный. Тогда же была закрыта и Нившера. Многие участки пути стали непригодными для движения тяжелого подвижного состава. Лес с глубинки перестали вывозить с 2008 года. На сегодня дорога для движения тяжелых подвижных единиц непригодна. Ни одного исправного тепловоза не осталось. Более того, не осталось ни одного тепловоза, пригодного для восстановления. Но дорога активно используется местными жителями на съемных дрезинах. Люди ездят по грибы, по ягоду, на охоту.
Встретились два одиночества. Вот и местные ребята проехали с охоты. Шикарно, да? Газ валяется. Охуели от своего аппарата. Вот сюда сгружают свой транспорт, когда приедут на охоту. А мы давайте с вами доедем до упора. Хотя мне кажется, упор, собственно, вот. Ребят, дальше поезд не идет. Там откровенное уширение прямо в воде. И, честно говоря, купаться нет никакого желания. А вот пешочком сейчас прогуляемся. По лесочку, по лесочку. Лесочек, кстати, смотрите. Мох какой красивый. Супер, правда? Как будто и не на земле мы находимся. Так. Ага. Там какие-то дома. Интересно посмотреть, там вообще обитаемые или нет. Прямо на болоте. Таким уширением заканчивается этот туз. Но перед ним еще вот такое. Поэтому остановились где-то там. Ребят, кажется, я знаю, в какое такое аккуратное хозяйство мы с вами попали. И это, так называемая база отдыха псиновцев. Сюда приезжают отдыхать после службы, между службой. И здесь у них, собственно, вот так вот все и налажено. Очень круто, очень кайфово. Такие дела. Встретили местных, если бы они нам сказали, что сюда лучше не ездить, мы бы сюда и не поехали. Классный вездеход такой. А они нам ничего такого не сказали. Конечно, трогать мы ничего здесь не будем, но подивиться можно. А подивиться здесь есть чему. Колодец есть с водой. Ну какая заводь. Лодок навалено сколько. Нравятся мне такие места. Рыбалка, охота, все что хочешь. Супер. И те же самые вездесущие кабины от тепловозов. Представляете, сколько их было на этой дороге? Вот сколько тепловозов из Кромсона. Обалдеть. А этому вообще иллюминатор приделали. Еще кабины, еще кабины.
С ума сойти. Просто царство мертвых тушек. База, признаться, кайфовая. Здесь и рыбалка, и охота, и банька, и даже триколор есть. Оборудовано все по высшему слову. Классно. Но задерживаться мы здесь не будем и поедем дальше. Впереди нас ждут места интересные. Не знаю, мне кажется, мы здесь шли. Ну-ка, аккуратненько с островка. Оп, на островок. Так. Все. Я прошел. Сейчас посмотрим, как Кирилл будет идти по болоту. Никак, блядь. Не ругайся матом, нас смотрят все. Хе-хе. Включай логику. Вон островок перед тобой с деревцем. Я на него прыгал. Оп. Деревце не сгуби, злыдень. Все, и давай в мою сторону прям аккуратненько. Раз, раз, раз. Теперь левее. Все, молодец. И через лес продолжаем наш путь до дрезины. Она еще и плавает. Сделали стрелку. Делается она вообще проще простого. Без всяких машинок. Просто путем перекидывания остряков. Сейчас проедем и ее ставим на бок. Так, как она и была. Мало ли кому-то из местных надо. А нам что? А нам нормально. О! А это уже рукой делается. Раз. И все. Свет надо переключать. Хоп. Ну, поехали. Погнали. Путешествие начинается. Там наката явно меньше. Но линия, кстати-то не сильно заросла. Ветками не хлещет. И состояние пути хорошее. Посмотрим, докуда доедем. Там, говорят, мосты впереди. А вот и второй мост. Видите, как все разлилось. Здесь еще паводок. Мост выглядит вроде надежным, но он так под углом. Вот это офигеть. Какая красота. Вы посмотрите, какая красота. А здесь то ли что-то сходило. Наверное, сходы какие-то были. Вон он покоцанный. Но виды, братцы. Ребят, только отъехали от моста и увидели вот это. Два дозатора стоят тут неизвестно сколько. А путь они уже больше не обслуживают. На 5:30. И вот знаете, интересно, а вот это что за такие навалы? Один такой мы уже видели, когда проезжали. А вот это второй. Очень надеюсь я, что это не Мишкина хатка. Избушка Михаила Потапыча. Бревна. Можно наверх забраться, попробовать. Интересная теория. Здесь как будто от колес колея осталась. Как будто что-то груженое заезжало сюда, как на эстакаду, и свой груз переваливало куда-то вот сюда. Очень на это похоже.
Да почему ты не возьми вагон? Вот где этот путь примыкал. Основной вопрос на данный момент: кончается ли дорога, как отмечено здесь, или она идет дальше. Все-таки на заявленную длину 75-80 километров не тянет. Довольный Кирилл пофоткал мост. Ссылочки на его статьи и рассказы о нашем путешествии с его классными фотографиями я оставлю в описании. Так что переходите, подписывайтесь. У него тоже очень интересно, лампово и весьма красиво. Не сидится. Могли бы на юга поехать. Могли бы на юга поехать. А тут вон самая ранняя весна. Лихи какие. белая. Да. Как же нам с погодой везет. Второй день подряд, ребята. Едем всю дорогу по болотам. Прикольно, вроде и вода, и топь какая-то. Растут деревья. Огромные, практически бескрайние болота. Адовые топи потихоньку атакуют узкоколейку. Главный ход тоже подмывает. Радует, что на таком болоте Мишку вряд ли встретим. А так едем. Становится влажненько. Болото просто бескрайнее. Надо притормаживать. Рельсы уходят под воду. Есть. Есть. Топь. Резина водоплавающая. Теперь болото с другой стороны. Почти проехали небольшой сухой участок, и опять начинается какая-то дичь. За пути, обозначенные на Open Railway Map, мы уже конкретно так выехали. Хотя здесь видны следы наката, травка кое-где примята. Ездят сюда люди. Опять водные процедуры.
присмотреться, можно видеть даже течение. И оно все утекает вон туда. Очень частые сходы. Как будто после этих болот никто не ездил. Ну, может быть, да, ждут, когда вода сойдет. Едем, разбираем линию. Да давай топором. Да. Опять болото. Как вы понимаете, двигаемся мы не быстро. Есть предположение, что по этой линии в этом году еще не ездили. Куча всяких завалов, как свежих типа этого, так и достаточно старых. Черт его знает. Уже давно выехали за часть дороги, обозначенную на картах. Едем дальше. Интерес исследователя. О, как она. Так и едем. Ты. Внезапно попали в такой коридор из елей.
Природа вроде одна и та же, но меняется постоянно. Опять повороты, опять не видно конца и края дороги. На рельсе птица села. Неудобно, я за тобой не вижу. Опять топорик в дело пойдет. Будь свободен. Очередной завал. Кирилл сделал предположение, что это зверь какой-то проходил. Смотрю, а здесь какая-то... Ну ладно, это может быть смола. Шерсть, видите? Это, похоже, мишка был. Это, похоже, мишка либо зубки точил, либо чесался. Жесть. Ситуация становится все интереснее. Опять ус, опять стрелка на бок. Ну, поехали по усу сначала проедем, а потом по прямой. Так, а вот здесь мы сейчас можем сойти. Да, нет, нормально. Здесь что-то накат вообще теряется. Так, рельс есть, просто он мокрый. Здесь даже дудеть уже бессмысленно. Никого нет. Ветка как будто поворачивает назад. И опять бесконечная прямая. Ну тут хотя бы не мишка. Сейчас мы его перекинем.
Наверху зацепилась, зараза. Ладно, сейчас откинем. Только что мы проехали это. Вот это. Я думаю, сюда лапником еле закидали. Чисто, чтобы было не так страшно ехать. Ну-ка, ассистент еще раз. О, нитка как шатается. Жесть. Но мы это сделали. Но нам ехать обратно. Почти сразу после жуткого моста нашли вот такую милоту. Знак поезда. Какая-то полянка, кострище и настил. Ладно, едем дальше. Уже смеркается. Короче, как всегда, уже смеркается. У нас нифига еще не объезжено. И еще неизвестно, сколько ехать. При этом еще возвращаться обратно. Ребят, похоже, это конечное на этом усе, короче, этого ответвления. Рельсы идут и дальше. Но нам туда проехать не удастся. Тут нужна бензопила и пара крепких ребят. Крепкие ребята есть бензопилы. Решили перекусить выпечкой. Отметить хотя бы первую конечную. С одной стороны, жалко, что не узнаем продолжение. С другой стороны, как представлю, нам еще ехать прямо. Нам еще возвращаться назад. Какие-то безумные расстояния. Так что надо подкрепиться. Братцы, с Богом. Страшно. Весь путь аж трясется. Оп, и уходит в мою сторону. Зацепили одну часть моста, да. Откинем вот такое инфернальное сооружение. Реально страшно по нему ехать. Фух, так, еще тут веточка. Опа. Так, вроде все, вроде все. Едем дальше, ребятки. Теперь вперед. Но это не страшный мост. Ё-моё. Аж вверх тормашками лежит. Да, братцы, мощно.
Верба. Братцы, мы куда-то доехали. Кайф. Начнем, пожалуй, с ветки прямо, а потом уже туда. Ух, ё, ребята, мы сорвали джекпот. Это да. Здесь даже ездили. Видел след от ребор. Ну здесь все. Тем более там ветка уже заканчивается. Маленькое читерство. Идем по этой линии с включенным GPS, потому что она не так далеко уходит. Идет, скорее всего, куда-то сюда. А это, похоже, бывшая котельня. Похоже на трубу дымовую. Все открыто, можно зайти. Ну, здесь скорее была не котельня, а какая-то дизельная, что ли. Вот смотрите, это трубы, скорее всего, для охлаждения. Ух, какой чан здоровый. Керосиновая лампа вставки. Здесь тоже кусочек узкоколейки. Рельсы использовались для... Да, собственно, для создания этой всей металлоконструкции. Лесовозные сцепы. Когда-то основная подвижная единица на этой дороге. Сейчас все. Вагон ПВ-40, столовая. Когда-то здесь были гудки локомотивов. В этой дежурке отмечали направление прибытия поездов. Снегоочиститель расправил крылья, мечтая взлететь. А сегодня это все покрыто ржавчиной. Медленно разлагается под натиском времени. Когда-то уходит в небытие. И когда-то уйдет в небытие.
Странно, что это еще на металл не сдает. А вот это, видимо, была диспетчерская. Да, похоже на бывшее здание диспетчерской. Красивая решетка сохранилась. Эх, летним вечером перекурить от свет лампы. Играет. Давайте из окна туда посмотрим. Да, тут туда окна добраться. Ух ты! Смотрите-ка, что мы нашли. ПДшка. Собственной персоной. Такую я вам показывал. В Питере. В Тесово тоже есть. Раздестроенная, правда, но естественно на сегодняшний день состояние. Остатки родной краски. Была зеленая с желтой полосой. Перед этой сплоткой уходил путь. И здесь тоже. Значит, там был разворотный треугольник. Шел так и потом туда. Также еще один кузов ПДшки. Но уже безо всего. Ну а узкоколейка на этом не заканчивается. Вперед идут еще рельсы. Не будем терять времени, тем более солнце уже клонится к закату. Магистраль идет прямо. Мы по ней еще проедемся. Нас заинтересовал вот этот УЗ. Там что-то типа депо. Одному богу известно, когда здесь ехали последний раз. Рельсы на ощупь. Дерево как пика. Оба. Ребят, доехали до конечной точки. Это не совсем депо. Но здесь тендер от паровоза. Вы посмотрите. У него еще и табличка заводская на месте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фабрика вагонов Пафовак, Вроцлав, 56 год. Номер 02167. Все, сделали стрелку. Едем прямо. Там ПВшка сгоревшая, кабина валяется как будто от СУ-2. Куча тележек, колесных пар. Вы посмотрите.
остатки сцепа, видимо, резали. Кабина похожа на трактор. Колесные пары просто свалены. Здесь места уже совсем дикие. Доехали до самого жуткого моста линии. В принципе, колея более-менее выдержана и можно попробовать форсировать. Но, ребят, дальше мы просто не проедем. Там уже такой бурьян начинается. Туда только, я не знаю, пробиваться каким-нибудь роторным снегоочистителем, роторной газонокосилкой. По бокам валяются сцепы. Куча колесных пар лежит. Вот, например, еще, видите, вот здесь вот рама сцепа. Или вот еще колесная пара. Поэтому дальше мы не поедем. Солнышко уже к закату, а у нас впереди те лютые болота. Играет. Но рельсы не разъедутся, потому что они держатся вот этой вот шпалой. Вот, ну-ка, под этой доской. Вот она шпала. Она их надежно держит друг между другом. Поэтому они могут как угодно вилять, но колея не разошьется, пока держится эта шпала. Повстречали. Проезжали мост, и вот еще одна пионерка стоит. Такой интересной конструкции. Как будто складная. А это тот самый первый мост. Красота! А нам туда, в золотой закат. Все, приехали. А на ночевку мы встали в городе Емва. Дело в том, что на улице холодно, и Кириллу будет некомфортно ночевать в палатке и в спальнике. В Синдоре место толком не нашли. Нашли в Емве. Это полпути к нашему следующему пункту назначения. Но об этом уже в следующей серии. А я сейчас откушаю дошек, посмотрю какую-нибудь видюшку и тоже спать. Устал. Откатали мы сегодня много, день был насыщенный. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.